Сумерки медленно спускались на сеульский горизонт. Небо окрасилось в легкий оранжевый оттенок, который постепенно перешел в темно-фиолетовый. На частной вилле на окраине города, вдали от шума и суеты центра, из современной, минималистичной комнаты доносились смех и непринужденные разговоры. Виллу арендовали на выходные 5 неразлучных друзей: Уугр Скуат, Пак Саджун, Чхве Шик, Пак Хён Сик, Пик Бой и, конечно же, Ким Тэ Хён, Ви из BTS. Они собрались в гостиной под звон горячих чаев, легкую джазовую музыку и аромат свежеиспеченной жареной курицы. Их разговор был недалек от повседневной жизни, о съемках, новых песнях и фанатском безумии. Как обычно, шутки не утихали. «Вижу, ты снова в тренде, Ушик. Из-за одного выражения в дораме». Со смехом воскликнул Хён Сик. «Лучше быть в тренде благодаря актерской игре, чем благодаря фиолетовым волосам, как у Тэхёна», вмешался Пик Бой, взглянув на волосы айдола, который откинулся на диване, выглядя спокойным, но с лукавой улыбкой на лице. Тэхён лишь слегка улыбнулся, прищурившись. Он привык быть объектом шуток всей компании, но в этот день, почему-то, от него исходила какая-то особая энергия. Щекотливая шутка, которую он давно хотел провернуть перед ними, но все никак не мог найти подходящего момента. Приближалась ночь. На вилле становилось тихо. Свет приглушен, оставляя теплое желтоватое свечение. Остальные были заняты своими телефонами, и Тэхён легкими шагами поднялся с дивана. Он медленно подошел к углу комнаты, где была включена Bluetooth-колонка. Он огляделся, никто не обращал на него особого внимания. Вот оно. Плавными движениями он нажал кнопку воспроизведения. Заиграл бит. Это была экспериментальная хип-хоп-композиция, громкая, резкая и непривычная для мирной атмосферы вечера. Песня, знакомая ему по репетициям хореографии, которые он никогда не исполнял публично. И он начал танцевать. Началось медленно, почти как разминка. Его плечи плавно двигались, тело покачивалось в такт. Но затем все изменилось. Его движения стали быстрее, точнее, энергичнее. Каждый такт песни был идеально схвачен, каждое движение было наполнено смыслом, словно он рассказывал историю, которую невозможно выразить словами. Руки Тэхёна грациозно парили в воздухе, а затем резко упали в прерывистом движении, словно бросая вызов гравитации. Его глаза были закрыты, выражение лица потерялось в другом мире, где существовали только он и музыка. Сначала они не заметили этого. Но затем, один за другим, участники Уугр Скуат начали поворачивать головы. Саджун, старший, поднял бровь. «Что за черт?» Ушик с растерянным выражением лица тоже повернулся. Пик Бой перестал листать и прищурился. Тэхён продолжал танцевать. Ему было все равно, что за ним наблюдают друзья. Ему было все равно, что они замолчали, глядя на него, словно увидели что-то новое. Ту сторону Тэхёна, которую они никогда не видели в такой непринужденной обстановке. Не концертная сцена, не камера, не тысячи армий. Только они 5. И в этом была магия. Посреди гостиной, в огромной толстовке с капюшоном и со слегка растрепанными волосами, Тэхён создал безмолвное представление, которое было честнее всего, что он когда-либо делал. Дело было не в популярности. Дело было не в хореографии BTS. Это был танец его самого, для себя. И Уугр Скуат, обычно самые шумные, самые громкие, самые озорные, молчали. Они смотрели, завороженные, тронутые. За их дружескими шутками и смехом скрывалось что-то более глубокое. Они знали, что Тэхён любил музыку и искусство, но никогда по-настоящему не были свидетелями этого огня, как сегодня вечером. Песня закончилась. Тэхён открыл глаза, и вдруг все стихло. Затем раздался шквал аплодисментов. От Ушика. За ним последовали и остальные. «Я только что понял», —
тихо сказал Хён Сик. «Ты не просто певец или айдол. Ты художник, Тэхён». Тэхён лишь усмехнулся, его лицо слегка покраснело, не от усталости, а от смущения. «Айш, не переусердствуй», — сказал он, возвращаясь на диван, как будто ничего не произошло. Но что-то изменилось. В ту ночь, сам того не осознавая, Тэхён раскрыл немного больше своей истинной сущности тем, кому доверял больше всего. И Угр Скуат, даже если они не говорили об этом вслух, знали, что только что стали свидетелями чего-то, что невозможно повторить. Молчаливый момент. Честный танец. Бессловесное заявление. И в ту тихую ночь их дружба ощущалась как никогда реальной. Ночь тянулась медленно, словно само время отказывалось ускоряться. После непреднамеренного выступления Тэхёна выступление, которое не было запланировано, не было запрошено и, вероятно, никогда не повторится, все ощущалось иначе. Это не было разительной переменой, не такой резкой, как в кино, скорее, это было похоже на воду, внезапно ставшую прозрачной после долгого периода мути, на свет, бесшумно скользящий сквозь почти всегда задернутые шторы. Комната была прежней, мягкие диваны, теплый деревянный пол, стены цвета слоновой кости, приглушенный свет, не заслоняющий вид. Но между ними пятерыми что-то изменилось. Не в словах, они не особо умели говорить о чувствах. Они больше шутили, чем делились чувствами. Но в тот вечер их молчание было глубже обычного. В нем царило какое-то беззастенчивое уважение, необъяснимое восхищение и понимание, которое может возникнуть только в настоящей дружбе. Ким Тэхён, которого сверстники всегда знали как эксцентричного, экспрессивного и немного абсурдного человека, в тот вечер показал себя с другой стороны. Это была не отполированная руководством сценическая версия, и не тот образ, который они часто высмеивали за излишнюю модность или излишнюю драматичность. То, что они увидели, был не испорченный Тэхён-артист, рожденный не для того, чтобы удовлетворять рынок, а для того, чтобы творить. Раскрывать. Чувствовать. Они поняли, что, возможно, все это время видели лишь фрагмент своего друга. Ту часть, которую встречали в ресторанах, гостиных, на отдыхе, во время игр. Но в тот вечер, в многозначительной тишине, они увидели человека, который говорил телом, который изливал все, что не мог сказать движением. Танец был не просто представлением. Это была дверь. Щель, которая обнажила тайные уголки головы и сердца Тэхёна. Саджун молча смотрел в пол. Он знал, что, будучи старшим из них, он часто чувствовал себя обязанным поддерживать роль мудрого, сильного и игривого старшего брата, чтобы поддерживать баланс в группе. Но в тот вечер он чувствовал, что чему-то научился у младшего. Истинная сила порой проявляется не в ликовании толпы или популярности, а в смелости быть собой перед людьми, которым доверяешь больше всего. Хён Сик, обычно самый жизнерадостный и экспрессивный, внезапно замолчал. Его глаза наполнились слезами не от грусти, а от гордости. Он стоял на музыкальных сценах, играя эмоционально заряженных персонажей, но знал, что то, что только что сделал Тэхён, было самой честной формой искусства, которую он когда-либо видел вживую. Пик-бой не произнес ни слова, лишь улыбнулся и что-то задумал. Он тоже был музыкантом, он понимал язык тела, ритм и значение тишины. Для него танец Тэхёна в тот вечер был музыкой без нот. И он понимал, насколько это важно. Ушик, самый близкий Тэхёну эмоционально, постоянно моргал, словно проверяя, не сон ли это. Он знал, что его друг талантлив. Но, увидев его таким, без фильтра, без маски, он почувствовал, что не знает Тэхёна так хорошо, как ему казалось. Но он не был разочарован. На самом деле, он чувствовал себя польщенным, потому что знал, что Тэхён никогда и нигде не будет так танцевать. Ни на концерте, ни в прямом эфире, возможно, даже перед участниками BTS. Это было только для них, Угр Скуат. Это был подарок,
признании и доверии. А Тэхён? Он просто откинулся назад, молча, уставившись в окно, где лунный свет касался стекла, словно тихий шепот. Но в его молчании чувствовалось облегчение. Может быть, легкая застенчивость, может быть, легкая неловкость. Но за всем этим таилось какое-то трудно поддающееся описанию спокойствие. И это, больше всего на свете, было самым прекрасным.